Всем привет! Мы в отеле, который открылся полгода назад и заявлен как люксовый, о чем свидетельствует название The V с приставкой Luxury и дизайн холла ресепшн с лобби-баром, несомненно подтверждают такой статус. Это не совсем новый отель, а если точнее, то это часть самого первого, то есть самого старого резорта в районе Сахал-Хашиш, который частично перестроили, максимально реновировали и весной 2023 года в тестовом режиме сюда начали заселять некоторых гостей Пирамиса Бич в качестве апгрейда. А уже к лету отель появился на сайтах туроператоров. В числе тех самых первых счастливчиков, которые бронировали Пирамису, а оказались гостями The V, были мои знакомые. Они в восторге отправляли фото и отзывы, в частности, о питании. Вот с питания и начнем. Основное отличие главного ресторана The V Luxury от подавляющего большинства египетских отелей – это то, что повара практически все блюда готовят у вас на глазах, за исключением салатов и гарниров. Одна только станция суши чего стоит. И да, мы не единожды показывали, как крутят роллы в других резортах с огурцами, морковкой, крабовыми палочками, да и то раз в неделю. А тут ежедневно морепродукты на обед и ужин, несколько видов рыбы, осьминоги, креветки и даже горячие роллы. А еще могут приготовить нечто штучное по вашему особому заказу. Васаби, имбирь, еще какие-то соусы, включая острые. В общем, как в сказке. Все по-честному, без обмана. Смотрите сами. У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана. Все по-честному, без обмана. У волшебника Сулеймана. Сладкий стол очень даже неплох, при том, что я совсем не сладкоежка. Были заварные пирожные, что-то типа чизкейков, ореховый щербет, песочные корзинки, шоколадные фонтаны. Все вкусное. Даже завтрак особенный, например, порционные йогурты и кефир. Несколько видов соков. Не уверена, что это фреши, но если пакетированные, то отличного качества. Точно не юпи. И опять суши, даже на завтрак. Зачем с таким выбором блюд нужны а-ля карт рестораны, не знаю, но они есть. В основном на территории Пирамиса Бич и один на пляже The V, называется «Ангелы и демоны». Я бы не стала тратить время на их посещение. Рядом с ресепшн кофейня с видом на территорию и бассейны. Из приличного алкоголя пиво баночное Стелла. Вино я не пью, друзья сказали, что розовое нормальное, в частности в ресторане. Остальное на любителя, как и во всем Египте. В лобби-баре пиво подают в больших кружках, коктейли и даже есть шампанское. Про шампанское я не знала, удивилась, увидев в отзыве, но друзья, которые отдыхали дольше нас, подтвердили, что это правда. Еще одна интересная особенность – это браслеты. Они все силиконовые, а детские – на застежке. Отличная идея, можно на ночь снимать, и они не царапаются, как пластиковые. Идем в номера. Все, которые находятся в корпусе V, начинаются на 3, а те, что в главном здании над ресепшн, на 4. Мы бронировали супериор с видом на сад или бассейн. Заселили нас в главное здание номер 4121. Здесь коннект выглядит как общая дверь из коридора и далее 2 отдельных номера. В дополнительном корпусе двери прямо между комнатами, покажем позже. Что касается вида, то он на отельную парковку. Где тут сад или бассейн, непонятно, но зато видно море. А мои друзья бронировали именно вид на море, то есть более дорогую категорию. И море с их балкона видно не больше, чем с нашего. Площадь номеров разная, как и мебель в них. Постельное белье уже подуставшее, хотя что могло случиться с новой тканью, если еще и года не прошло с момента открытия. И это второй относительно дорогой отель, где мы столкнулись с подобной проблемой. Пару недель назад были в Titanic Royal, та же беда. Кстати, можете посмотреть обзор, ссылка сейчас появится в правом верхнем углу.
Оснащение номеров не одинаково, судя по отзывам, которые я читала до бронирования. У нас было просто все, что можно и не можно. Из обычного – чайник, мини-бар с соками, газировкой, сейф. Из редкого или совсем невиданного в Египте – халаты, тапочки, утюг с гладильной доской и напольные весы. И просто восторг, как у меня, так и у ребенка, от фирменной отельной ручки, которая по совместительству еще и стилус. И раз уж посредством ручки коснулись темы гаджетов, Wi-Fi в отеле подключается единожды. Пароль для всех гостей один, и, соответственно, вы остаетесь на связи даже после чекаут. Никаких вечно слетающих регистраций с номерами комнат, фамилиями, электронными адресами. Это просто глоток свежего воздуха. Если вы знаете, в каких еще отелях также, напишите в комментариях. Я вот не припомню. Из умывальных принадлежностей набор для бритья, зубные щетка и паста и мочалки. Такие мне приносил хаускипер в Штагенбергер по великому блату. Проанализировав, откуда максимально хорошо видно море без всяких преград, пришли к выводу, что только из сьютов, которые прямо на пляж панорамными окнами выходят. Да и то, на первом плане будет променад, по которому на гольф-карах гости любых отелей района катаются. А вот такой вид из Deluxe Swim Up. Сразу за оградой стройка, правда, похоже, что она заброшена. Те, кто уже отдыхал в Хургаде, но не был в районе Сахал-Хашиш, увидят совершенно другой Египет. Здесь береговая линия не разделена на участки конкретных отелей, а открытая и протяженная, длиной более 10 километров. Напоминает скорее средиземноморский берег Европы, чем красноморские курорты, где моря в городской черте почти не увидишь. Жилые комплексы и отели вперемешку и не отделены друг от друга глухими заборами. Выход на променад с пляжной части отелей, а не с ресепшн. Это касается и The V, и Пирамиса, и Sunrise Romance, и Old Palace и так далее. Если нужен супермаркет, не поленитесь дойти по набережной до Best Way. Там адекватные фиксированные цены, не выдуманные продавцом на ходу только потому, что вы туристы. Кроме продуктов, есть разные полезные мелочи. В том же направлении, что и магазин, большой пирс, дворец с фонтанами. В темное время суток фонтаны красиво подсвечивают, а также кафе и рестораны, в том числе пляжные, но цены в них заметно дороже, чем в центре Хургады. Вы увидите много инстаграмных локаций. На телефон фотографируйтесь сколько угодно, но если решите устроить фотосессию с профессиональной камерой, вас может остановить местная охрана и потребовать оплатить разрешение на фотосъемку. В этом случае обычно помогает предъявление отельного браслета, как доказательство оплаты проживания в данном районе. Исход дела запросто может зависеть от вашей твердости в своей правоте и от наглости конкретных секьюрити, дежурящих в данный момент. В самом The V пляж и заход в море песчаные, с утра отлив и очень мелко, после обеда уже комфортно плавать. Всем советую надевать обувь, особенно детей без кораллок не пускайте в море. Оно в Сахал-Хашиш очень живое, есть маленькие ежи песочного цвета, их нереально заметить, наступить на такого ужас. Любителям сноркелинга нужно уйти правее, до большого пирса. Там видны колонны над поверхностью воды. Это сооружение типа развалин древнего затонувшего города, обросших кораллами, а где рифы, там и рыбы. На курортах Египта ветрено почти круглый год. Летом ветер спасает от жары, а зимой он бывает слишком сильный и холодный, ночью особенно, но и днем тоже дует неслабо. Поэтому на всех пляжах ставят заслонки, а вот в The V их нет. И последнее, что нужно знать о пляже, и это касается бассейнов тоже, если не хотите, чтобы местные продавцы доставали предложениями купить спа, экскурсии и тому подобное, попросите у полотенщиков красный флажок и привяжите его на зонт. Бассейн с подогревом в зимний период только один, под большими горками, но около него нет зонтов, только лежаки. Это чтоб никто надолго не задерживался или в чем прикол? А в центре огромного холодного бассейна есть островок с горячими джакузи. Посещение бесплатно, но по записи. На первую половину дня начинают записывать в 9 утра, а на вторую в час дня. Горки без подогрева, и большие, и маленькие. Вода в январе была ледяная. Около бассейна с детским аквапарком игровая площадка. Здесь же, на границе The V и Пирамиза, есть детский клуб с программой. Это открытое сооружение на пляже и несколько аниматоров. Вечерние шоу и мини-диско проходят в пляжном баре The V, а около этого бара стоят одноместные батуты.
Тренажерный зал общий для гостей старого и нового отелей. Он находится в главном здании Пирамиса над спа-салоном. Не могу не отметить, что расположение отеля относительно частей света необычно выгодное. Поясню. Почти во всех отелях Хургады восход со стороны моря, а закат в сторону гор, которые идут вдоль западной части города. То есть с территории отелей его не видно. А Зави и Пирамиса на таком закутке, что с берега можно увидеть и рассвет, и закат. В общем, фотосессии здесь будут шикарные. До ближайшего торгового центра Хургады Сен-Замол около 13 километров. До пешеходного променада Эль-Мамши 20. До причала Марина, рыбного рынка и многочисленных кафе морепродуктов 30. И до международного аэропорта 25 километров. Но учитывайте, что часть дороги от вашего отеля до поста района Сахал-Хашиш вся в лежачих полицейских. И такси там не едут, а крадутся. То есть расстояние небольшое, а время в пути длительное. Особенно это важно по пути в аэропорт. Закладывайте на дорогу минут 30, несмотря на то, что километров всего 25. Могу ли я рекомендовать данный отель для взрослых? Однозначно да. По крайней мере, по той цене, которая актуальна зимой 2024 года. А вот для семей с детьми в зимнее время скорее нет. Летом очень даже да. Ради интереса посмотрела цены. В данный момент туры в Зави стоят так же, как, например, в Штайгенбергер Аквамэджик или Альбатрос Палас. Могу сказать, что это равнозначные отели и каждый со своими нюансами. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Следующий обзор будет о Sunrise Aqua Joy. И в феврале мы планируем посетить Альбатрос Палас и Титаник Палас. И, возможно, что-то еще. Подпишитесь, чтобы не пропустить.